Моя любимая прекрасная практика, которой я пользуюсь по привычке, уже даже не задумываясь. Вода — это не только источник жизни на Земле, это еще и сильнейшая магическая жидкость, которая может впитывать в себя огромное количество как позитивной, так и отрицательной информации. Помню, в одном из видео я сказала что-то вроде «выбросите свой телевизор, когда готовите», и было невероятное количество комментариев. В этом видео я расскажу вам два способа использования всем известной техники «Стакан воды». Я Ольга Скляр, на канале Magic Life. Я делюсь техниками и практиками, которые сделают вашу жизнь лучше и помогут достигнуть желаемого в самые короткие сроки. Ставьте лайк авансом и подписывайтесь на канал. Молекулы самого распространенного в мире соединения меняют свою структуру в зависимости от музыки, слов, действий, иными словами, от всего, что происходит с нами. Именно это и объясняет принцип исполнения желаний с помощью воды. Соединение запоминает определенную информацию, а затем, попадая в организм человека, сохраняет эту способность. Вода действует на наше подсознание, начинают происходить определенные изменения в нашей жизни. Иногда же исполнение желаний не выглядит как нечто неожиданное. Например, человек хотел купить автомобиль, но не хватало средств. И вот у него появляется идея, как можно заработать больше денег. На самом деле все, конечно же, связано с техникой исполнения желаний с помощью стакана воды. Главное условие, чтобы человек искренне верил в то, что он делает. Даже маленькое и крошечное сомнение может полностью изменить результат. Исполнение желаний – это не магия. Это реальность. Вода насыщается вашей уверенностью, вашими мыслями и вашими желаниями. Вода, как важнейший элемент решения ваших проблем, очень эффективна. Вода – это мощный проводник информации. Она способна не только заложить в подсознание нужную информацию, позитивные установки, сформулированные желания, но и вытащить на поверхность ответ, который вы бы хотели получить. Два способа использования техники. Первый – загадать желание, донести до своего подсознания какую-либо установку. В этом случае мы всю воду выпиваем. Итак, пишем на листе свое желание, так называемую мыслеформу, сформулированную в настоящем времени. Оставим стакан с водой на листок бумаги, и после этого воду выпиваем. Например, если вы мечтаете о самореализации, можно сформулировать примерно так: «Я нашел свое предназначение и успешно в нем реализуюсь». Перед тем, как выпить воду, необходимо, чтобы она пропиталась вашим желанием. Можно дать ей так постоять некоторое время, но лучше всего будет, если вы ей поможете. Для этого поставьте ладони по сторонам от стакана, не прикасаясь к нему. И представьте, как через них проходит энергия вашего желания. Наклонитесь к воде и скажите прямо в стакан, так, чтобы дыхание касалось воды, ваше желание. Когда вы почувствуете, что вода заряжена, можно ее выпить. И после этого очень важно желание отпустить. Не думать о нем постоянно, в особенности не задаваться вопросом, когда же это произойдет. Как только вам удастся полностью отпустить, оно непременно сбудется. Зеланд также называет эту технику техникой амальгамы. Амальгама – это позитивная мыслеформа, аффирмация на желаемое или, может быть, краткая версия вашего намерения. Название не принципиально, исполнение желаний, амальгама, как захотите. Смысл от этого не меняется. Выпитая вода – это символ того, что ваше желание еще глубже погружается внутрь вас. Вы сильны как никогда, потому что ваше желание формирует вашу жизнь. Все будет так, как вы себе представляете, и никак иначе. Чем ярче вы сумеете представить воплощение своих самых смелых желаний и счастливое будущее, когда вы держите руки возле стакана с водой, тем быстрее эти желания воплотятся в жизнь самым волшебным образом. Пейте воду, представляя, как вы заряжаетесь энергией всей Вселенной. Она насыщает вас и делает сильнее. Второй способ, наоборот, вы хотите достать из подсознания ответ. Делите воду в стакане мысленно пополам. Первую выпиваете часть сразу, вторую оставляете на утро. Часто бывает так, что нам нужно принять ответственное решение, но мы не можем сделать выбор. Мы пытаемся анализировать, просчитывать какие-то варианты наперед, но это не тот способ, который поможет принять правильное решение. А вот прислушаться к своему внутреннему голосу будет единственным правильно принятым решением. Все вопросы уже есть внутри вас, их нужно просто достать. И в этом как раз поможет проводник «Чистая вода». Делаем следующим образом. На листе бумаги задаете вопрос: стоит ли мне переезжать в другую страну? Точно так же концентрируемся на своем вопросе и выпиваем половину стакана. Мысленно проговаривая: это все, что мне нужно сделать для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. Оставшуюся половину стакана вы выпиваете утром. Далее очень важно наблюдать за знаками. Они могут быть совершенно неожиданными.
Например, вы услышите от друзей, как их знакомый удачно устроился в новой стране, в новом городе. Может быть, вы увидите вывеску «Город возможностей», «Исполнение желаний». Все это благоприятные знаки. Но могут быть и знаки, говорящие о том, что с переездом вам торопиться совершенно не стоит. Делать практику можно в любой день, от Луны не зависит. Вода, которой вы доверяете вашей мечты, должна быть по-настоящему чистой и живой. Ни из-под крана, ни кипяченая, ни из чайника она не подойдет. Считается, что эта вода имеет очень много энергетической информации и не всегда позитивной. Для техник исполнения желаний с помощью воды всегда следует выбирать только живую воду. Ее ни в коем случае нельзя кипятить, но можно замораживать. Учитывая, что многие живут в мегаполисе, возьмите бутилированную воду, положите в морозильную камеру, а затем, когда она полностью замерзнет, растопите ее естественным способом. То есть достаньте бутылку и поставьте. Соответственно, через некоторое время вы получите чистую и структурированную жидкость. И еще один лайфхак, которым я пользуюсь постоянно, каждый раз наливая воду, можно наговаривать на нее то, что вам больше всего нравится. Например, ты принесешь богатство каждому, кто сделает глоток, если вы наливаете в графин для всей семьи. Или сегодня в моей жизни случится волшебство, если вы наливаете в стакан воду сейчас для себя. Делитесь в комментариях, у кого исполнялись желания с помощью этой техники. Я все комментарии с радостью читаю. Благодарю вас за просмотр. Всем желаю классного дня.